вами Оля, я менеджер агентства Prestige, и сегодня мы с вами идем в гости смотреть клуб под названием Калая. Клуб находится между двух городов, это Вития и Ферезай. Вы можете добраться на такси, либо же на автобусе от Витии, тут где-то 7-8 минут на машине, может быть даже 5, до Ферезая 15 минут. Возле клуба находится также супермаркет и ресторан, поэтому девочки, кто проживает в отеле, смогут спокойно дойти и покушать, и купить себе продукты. Здесь находится отель, здесь находится клуб, и сразу же рядом находится супермаркет, за ним ресторан. Также в 2 минутах от клуба находится торговый центр, где девочки могут купить одежду себе, также сходить в ресторан. Ресторан очень красивый, со вкусной едой, и вместе с этим есть продуктовый магазин. Сразу же на входе находятся 2 туалета, это женский и мужской, поэтому девочки просто из зала выходят в туалет, чтобы переодеться, либо же сходить во время работы. После работы все девочки собираются здесь для того, чтобы разделить чаевые. Также тут можно переодеться, переобуться, подготовиться к работе и выйти уже непосредственно в зал. Также, если вдруг нужно поговорить по телефону, либо что-то поменять, что-то починить, можно выйти и потом вернуться к работе. Также в клубе есть кухня, где можно спокойно заказать салат, мясо, бургер, если вдруг захотелось кушать в течение ночи. Можно спокойно пройти в комнату отдыха, где девочки переодеваются, отдыхают, покушать и вернуться на свое рабочее место. Также можно заказывать на месте алкоголь, если вдруг для храбрости вам все-таки нужно выпить бокал шампанского, бокал вина, либо же просто безалкогольные напитки, можно заказать здесь и просчитывать будут по себестоимости. Так выглядит кабинет босса. Также есть камеры, по которым все видно, они прослеживают, чтобы все девочки работали хорошо, не сидели сильно в телефонах и чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. Также именно тут получают зарплата каждую среду, поэтому вы приходите, просто просматривают списки, сколько вы проработали, сколько стаканов заработали, и выдают вам зарплату. Чем славятся клубы на Балканах Music Life? Это Македония, Косово и Албания. Тем, что именно здесь заработок идет у вас с 3 путей. Первое, это вы зарабатываете стаканы, разговариваете с гостями, выпиваете с ними и получаете от этого процент. Второе, вы получаете ставку, конкретную ставку. Суббота – день без ставки, поэтому девочки получают ставку 6 дней в неделю. Выходные по согласованию с руководством девочки могут брать как 1, как 2 выходных, но не дают выходные в субботу и в пятницу. Если вдруг девочки пропускают субботу по каким-то причинам, без ставки они работают другой последующий день, когда выходят на работу. И третий путь получения заработка – это чаевые. Именно в Music Life на Балканах чаевые делятся между всеми девочками. То бишь, если за ночь музыканты заработали 3000 евро и всего 25 девочек и 5 музыкантов, то это 3000 евро делится на 30 человек, каждому по 100 евро. Поэтому можете считать, вы получаете ставку, вы получаете процент от стаканов и также вы получаете чаевые. Отель находится прямо возле клуба, это в 10 секундах, можно зайти и сразу подняться в комнату. В аэропорту Приштины встречают, так как до самой столицы, до Приштины здесь около часа, поэтому водитель встречает на месте, девочку сразу же забирают с аэропорта и привозят в апартаменты. К сожалению, отель на данный момент полностью заполнен, и девочки сейчас все еще отдыхают и спят. Мы не смогли снять видео прямо сейчас, поэтому просто приложим фотки, как выглядят комнаты, чтобы вы могли посмотреть. Комнаты максимально уютные, также есть стиральная машина, комната, где можно постирать вещи. Единственный момент — это то, что нет кухни, приходится питаться либо в ресторанах, либо некоторые девочки покупают себе мини-плиту и готовят на месте. Клуб выглядит очень красиво и по размерам очень большой. Также тут так называемые VIP-места, где сидят большие компании, и столики, где девочки сидят и разговаривают с гостями. У всех девочек есть свои места, они сидят недалеко от музыкантов, поэтому на них направлено все внимание в течение ночи. Гости приходят также послушать традиционную музыку, либо какие-то современные албанские хиты.
оставить чаевые, и девушки составляют им компанию, чтобы просто выпить, потанцевать и повеселиться. Как происходит работа? Они приезжают, либо их привозят, это в зависимости, где они проживают. Можно снимать самим квартиру, можно жить в отеле. В 10 вечера все приезжают на работу и готовятся. Примерно люди начинают приходить в 11, поэтому час девочки могут сделать макияж, поправить прическу, переодеться и подготовиться к работе. Девочки работают каждую ночь с 10 вечера до 4 утра. Если гостей нет, могут отпускать немножечко пораньше. Если вдруг много гостей, это пятница или суббота, они могут работать до 5, иногда до 5:30. Но вы должны понимать, чем больше гостей, если работают дольше, то чаевые, конечно же, больше. Клуб работает во время Рамадана. Единственный момент, 3 дня у них будет стоп, это в самом начале и в конце Рамадана. Поэтому работают без изменений, девочек набирают. Единственный момент, что сейчас полностью заполнен отель. В отеле нет мест, но могут предоставить либо же другие апартаменты. Стоимость проживания в месяц 150 евро. Через 2 недели тут будет новый ремонт, поэтому клуб приобретет новые краски. Поэтому через 2 недели мы сможем посмотреть еще раз, как он изменился. Но все условия остаются также. Это 5 евро за коктейль, 70 евро за бутылку шампанского, ставка 40 евро и также чай, который вы получаете каждую ночь. Ставка выплачивается каждую неделю по средам. В субботу девочки работают без ставки. Чаевые стаканы выплачиваются каждый день. Принцип работы такой, что девочки здесь не стоят всю ночь, как, например, в Македонии. То есть для девочек есть специально отведенные места и музыкальные паузы, когда девочки выходят, танцуют и здороваются. Сам принцип работы – это то, что девочки здороваются с каждым гостем, и если вдруг они кому-то понравились, то гость приглашает сесть с ними вместе. Очень хорошая система в том, что девочке не надо ходить и брать коктейли самой. То бишь подходит официант и уточняет, будут ли заказывать девушке коктейль. Когда вы закончили пить коктейль, это примерно 10 минут, также официант подходит и спрашивает, будут ли заказывать девушке еще один или нет. Очень частая практика, когда девочкам заказывают по 10, по 15 коктейлей, либо же сразу же 2 бутылки шампанского. Очень важный плюс именно в этом клубе – это то, что не нужно знать английский язык. Тут очень многие люди понимают сербский язык. Сербский язык схож с украинским или же с белорусским. Также многие работают по переводчикам. Тут это не предоставляет проблем. Многие разговаривают с переводчиком, когда гости действительно хотят посидеть, угостить девушку и провести время с ней. По визовым моментам для Украины это безвизовый въезд на 3 месяца. Также после 3 месяцев можно сделать себе рабочую ID-карту Косово и остаться здесь на год. Для Беларуси и России доступ только по Шенгену на 2 недели, либо же открытие туристической или рабочей визы. Очень многие девочки приезжают на 2 недели по туристической визе и подают документы на рабочую на год. Также в клубе есть несколько охранников, девочки всегда в безопасности, никогда не происходит никаких неприятных ситуаций, потому что всегда за всем следят. Также боссы в своем кабинете следят все по камерам, и также охранники просматривают все внутри. По консумации, в основном девочки тут работают безалкогольную консумацию, здесь никто пить не заставляет, наоборот, даже приветствуется, если девочка пьет сок, колу или воду, можно пить воду с лимоном и для гостя говорить, что это, например, мартини. Именно здесь играют все музыканты, все инструменты тут, а певцы ходят по залу, по клубу и поют, зарабатывая чай. Поэтому здесь большие возможности заработать. Многие девочки зарабатывают не в сезон по 3-3,5 тысячи евро. В сезон можно заработать спокойно 5000 евро. Поэтому приезжайте, клуб Калая. Hello, I am Basim. We wait you in our club.